В центре одной из самых суровых пустынь Китай пробурил дыру глубиной почти 11 километров. Такламакан – это 330 тысяч квадратных километров песка, где летом воздух раскаляется до 50 градусов и где любое оборудование выходит из строя быстрее, чем где-либо еще на континенте. Именно сюда Китай пригнал технику и опустил бур на глубину, до которой прежде никто в Азии не добирался. Скважина называется Шэньди-Такэ-1. Для понимания масштаба, самая глубокая шахта в мире останавливается на 4 километрах. Там уже настолько жарко, что воздух приходится принудительно охлаждать, иначе люди не выживут. Шэньди-Такэ-1 почти втрое глубже. Людей там нет вообще. Ниже 10 километров температура превышает 200 градусов, а давление сминает металлические конструкции за считанные часы. Там работают только трубы, датчики и автоматические системы управления. И в какой-то момент даже они остановились на несколько месяцев, без каких-либо объяснений. Официально это проект ради нефти и науки, но результаты засекречены. Иностранных ученых к проекту не допустили. Данные не публикуются. В этом видео мы разберем, что именно происходит, когда человек пробивается так глубоко. Почему каждый раз в СССР, в Германии, в Исландии, в Японии то, что находили на глубине, противоречило всем научным расчетам? Что происходит, когда человек начинает вмешиваться в недра? И как это уже привело к сотням землетрясений в американском штате, к разрушению целого региона в Европе и к тому, что город с 30 миллионами жителей буквально уходит под землю? И главное, что именно Китай обнаружил на глубине 10 километров под пустыней? И почему эти данные до сих пор не показывают никому? Человечество сфотографировало поверхность Плутона, планеты, которая находится в 5 миллиардах километров от Земли. Научилась выращивать органы для пересадки в лабораторных условиях. Расшифровала 3 миллиарда химических букв, из которых состоит наша ДНК. Создала искусственный интеллект. Но есть вопрос, на который у науки до сих пор нет прямого ответа. Что именно находится внутри нашей собственной планеты? От поверхности до центра Земли 6370 километров. Человек пробурил 12. Это меньше 0,2% от расстояния до центра. Все, что геологи знают о мантии и ядре планеты, получено без единого образца породы оттуда. Ученые изучают, как сейсмические волны от землетрясений проходят сквозь толщу Земли и меняют скорость на разных глубинах. По этим отклонениям строятся модели того, что находится внизу. Это примерно как пытаться понять устройство работающего двигателя, не открывая капот, а только прикладывая руку к капоту и чувствуя вибрацию. Что-то уловить можно, но деталей не разглядеть. Мантия начинается примерно на глубине 35 километров под континентами. Это слой расплавленных пород толщиной 3000 километров, который медленно движется и тащит за собой тектонические плиты. Именно его движение вызывает землетрясения и извержения вулканов. Но никто никогда не видел мантию вживую. Никакой образец с этой глубины не лежал ни в одной лаборатории мира. Все, что написано в учебниках, это математические модели, которые невозможно проверить напрямую. И каждый раз, когда кто-то пытался добраться хоть немного ближе к этой границе, выяснялось, что модели неточные. В 1961-м американские ученые придумали способ добраться до мантии Земли. Идея была простой. Океанское дно тоньше континентальной поверхности в несколько раз. Значит, через него копать проще и быстрее. Выбрали точку у берегов Мексики, начали бурить, и уже в первые месяцы подняли образцы породы с глубины, куда прежде никто не добирался. Это стало сенсацией. Президент Кеннеди лично позвонил команде, чтобы поздравить. Казалось, до мантии осталось совсем немного. Но дальше проект начал разваливаться изнутри. Подрядчики срывали сроки, бюджет вырос в несколько раз, внутри научного сообщества шли споры о том, кто вообще должен всем этим руководить. В 1966-м Конгресс закрыл финансирование. До мантии так и не добрались. В 1987-м немцы в Баварии пробурили скважину глубиной 9101 метр. Температура там оказалась 265 градусов, почти вдвое выше расчетной. Модели снова не совпали с реальностью. В Исландии бур прошел сквозь вулканическую породу и напрямую попал в живую магму. Расплавленный камень с температурой выше 1000 градусов. Работы остановили немедленно, иначе все оборудование было бы уничтожено за секунды. Каждый раз одно и то же. Реальность глубины расходилась с расчетами. И именно с этим, судя по всему, теперь столкнулся Китай. Однако об этом мы поговорим чуть позже.
Из всех проектов именно Кольская скважина стала самым резонансным случаем в истории глубокого бурения. Советский Союз наблюдал за американским провалом 1961 года и делал выводы. В 1970-м на Кольском полуострове начали бурить скважину, которая должна была стать ответом Америки и символом советской науки. Место выбирали тщательно. Здесь на поверхность выходят одни из древнейших пород планеты, возрастом до 3 миллиардов лет. Ученые рассчитывали на глубине 15 километров вскрыть мантию. На глубине 7 километров модели предсказывали переход от гранита к базальту. Базальта не оказалось. Скважина прошла сквозь тот же гранит, только раскаленный и раздробленный. Первая модель оказалась неверной. Температура на 12 километрах по расчетам должна была быть около 100 градусов. Оказалось 180. При такой температуре металл начинает деформироваться, электроника выходит из строя, а специальная жидкость, которую закачивают вниз, чтобы охлаждать инструмент, просто перестает работать. Но самое неожиданное открытие было другим. Представьте, что вы сжимаете в кулаке кусок мокрой губки. Чем сильнее сжимаете, тем суше она становится. Примерно так же работает давление на больших глубинах. Оно настолько огромное, что должно выдавить любую жидкость из породы и закрыть все трещины. Но когда скважина прошла эти глубины, там оказалась вода. Горячая, насыщенная минералами, она пропитывала породу насквозь. Попасть туда с поверхности она не могла, давление бы не пустило. Единственное объяснение – эта вода находилась там изначально, запечатанная внутри породы в момент ее формирования миллиарды лет назад. Земля, которую все считали сухим монолитным камнем, оказалась пропитана древней водой. На глубине свыше 9,5 километров подняли породы с огромным содержанием золота – 50 граммов на тонну. Для понимания, для промышленной добычи достаточно 4-5 граммов на тонну. То есть золото там оказалось в 10 раз больше, чем нужно, чтобы считать месторождение ценным. В 1984 на Международном геологическом конгрессе в Москве советский министр геологии объявил о достижении глубины 12 066 метров. Делегатов из десятков стран возили на Кольский полуостров, показывали установку в работе, давали в руки цилиндрические столбики породы, поднятые с огромной глубины. Это был триумф. Советская наука публично доказала, что способна делать то, что не смог сделать никто другой. А через несколько месяцев начался кошмар. В сентябре того же года, когда работы возобновили после Конгресса, колонна металлических труб длиной 5 километров застряла и оборвалась. 5 километров металла навсегда остались в скважине. Вытащить их было невозможно. Инженерам пришлось уходить в сторону и прокладывать новый путь. Это означало потерю огромного объема работы и месяцы дополнительных усилий. К 1990-му все же удалось достичь 12 262 метров. Это абсолютный мировой рекорд, который не побит до сих пор. Но рекорд оказался не главным, что вынесла скважина на поверхность. Открытия были настолько неожиданными, что часть материалов засекретили сразу. А в 1995-м на скважине произошел взрыв. Причину официально так и не установили. Именно тогда появилась легенда, которая облетела весь мир. Финская газета опубликовала материал о том, что советские ученые якобы записали на глубине 12 километров звуки, крики и стоны, которые интерпретировали как звуки ада. Статья вышла 1 апреля. Но американские телеканалы приняли ее всерьез и растиражировали по всему миру. История обросла деталями. Якобы из скважины вырвалось существо, рабочие отказывались спускаться, а каждый новый километр глубины приносил стране новые несчастья. А когда начали проходить 13-й километр, Советский Союз прекратил существование. Академик Давид Губерман, руководивший проектом, позже вспоминал, когда на заседании ЮНЕСКО его спросили, что именно они там откопали. Он не знал, что ответить. С одной стороны, легенды про ад – полная чушь. С другой стороны, странный шум на больших глубинах действительно фиксировали. А взрыв 1995-го объяснить так и не смогли. В 1994-м финансирование закрыли. В 2008-м скважину законсервировали окончательно. Сегодня от нее осталась только ржавая металлическая крышка, приваренная к бетонному основанию посреди карельской тундры. Под ней 12 километров вопросов, на которые так и не получили полных ответов. Именно этот опыт Китай изучил внимательнее всего.
И именно поэтому Шенди Такэ-1 с самого начала строили иначе. 30 мая 2023 в пустыне Такламакан заработала платформа высотой 72 метра. Первая в мире полностью автоматизированная система для сверхглубокого бурения с грузоподъемностью 900 тонн. Никаких людей внизу, никаких ручных операций на критических глубинах. Только автоматика, датчики и данные, которые уходят наверх в режиме реального времени. Китай учел главный урок всех предыдущих проектов. На таких глубинах человек – слабое звено. Машина выдержит там, где человек не выживет. 4 марта 2024 скважина пробила отметку 10 тысяч метров. Этот момент показали по государственному телевидению. К февралю 2025 скважина достигла 10 910 метров. Вторая по глубине вертикальная скважина в истории после Кольской. На все ушло 580 дней. Но из этих 580 дней последние 910 метров заняли около 300. Темп упал почти в 10 раз, именно тогда, когда скважина вошла в зону, где давление и температура вышли за пределы всех расчетных значений. Официально Китай объясняет замедление техническими сложностями. Но зачем вообще понадобилось бурить настолько глубоко? Их ответ – нефть и газ. Под пустыней Такламакан находится огромный природный резервуар углеводородов, один из крупнейших в Азии. Миллионы лет органика накапливалась в глубоких породах и превращалась в нефть и газ. Больше 60% всех сверхглубоких запасов углеводородов материкового Китая сосредоточены именно здесь. Страна потребляет нефти больше всех в мире, кроме США, и критически зависит от импорта. Предыдущие скважины подтвердили наличие углеводородов на глубинах свыше 8 километров. Шенди Такэ-1 должна была выяснить, есть ли они еще глубже. Если да, Китай получает доступ к запасам, до которых ни одна другая страна пока не добралась. Но есть одна проблема. Нефтяные скважины не засекречивают. Результаты геологоразведки публикуют. Это стандартная практика для привлечения инвестиций. Кольская скважина публиковала данные по мере бурения, ее результаты обсуждались на международных конгрессах. Шенди Такэ-1 закрыта полностью. Никаких промежуточных отчетов, никаких образцов породы в открытом доступе, никаких конференций с участием иностранных геологов. Это означает одно из двух. Либо Китай нашел что-то настолько ценное, что не хочет делиться с конкурентами, либо нашел что-то настолько неожиданное, что пока не знает, как это интерпретировать. Чтобы понять, какой из этих вариантов вероятнее, нужно разобраться, что вообще происходит с породой на глубине 10 километров. На поверхности камень твердый и неподвижный. На глубине 10 километров все работает по другим правилам. Давление там настолько высокое, что камень начинает вести себя как очень густая жидкость. Медленно течет, деформируется, заполняет любую пустоту. Металлические трубы, опущенные в скважину, сжимаются. Приборы, которые на поверхности работают годами, на такой глубине выходят из строя за несколько часов. Температура превышает 200 градусов, и этот жар идет не снаружи, а со всех сторон одновременно. Именно в таких условиях темп работы Шенди Такэ-1 упал в 10 раз. Оборудование меняли несколько раз внепланово. Каждая такая замена на глубине 10 километров – это операция на несколько недель и миллионы долларов. Официальных объяснений нет до сих пор. Геологи, знакомые с проектом, в частных разговорах говорят одно и то же. Породы там повели себя не так, как ожидалось. По всем расчетам, на этой глубине скважина должна была войти в твердый каменный фундамент, плотное основание, которое лежит под многокилометровым слоем осадочных пород. Такой переход всегда немного замедляет работу. Но в 10 раз это не технические сложности. Это значит, что там произошло что-то, чего не было в расчетах. И чтобы понять, насколько это серьезно, достаточно посмотреть на карту. Такламакан – это не просто обычная пустыня посреди Азии. Эта пустыня со всех сторон окружена зонами, где земля никогда не бывает неподвижной. С севера давят горы Тяньшань, горная система длиной 2400 километров, которая продолжает расти. С юга – Тибетское плато, самое высокое место на планете, которое поднимается со скоростью 5 мм в год. Два гигантских куска земной коры давят друг на друга уже 50 миллионов лет. Это столкновение не останавливается. И все это давление куда-то уходит, в трещины, в разломы, в породы, которые находятся прямо под Такламаканом. Под внешней мертвой пустыней скрыта одна из самых напряженных геологических систем на планете.
В 2008 в китайской провинции Сычуань, это густонаселенный регион с десятками миллионов жителей, произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. Погибло 70 тысяч человек. Эпицентр находился на глубине 19 километров, в зоне, о состоянии которой геологи практически ничего не знали. После этой катастрофы Китай резко увеличил финансирование программ изучения земных недр. И вскоре началось бурение под Такламаканом. В 2011-м у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов, одно из сильнейших за всю историю наблюдений. Оно подняло цунами высотой 40 метров, которое накрыло целые города. Погибло 20 тысяч человек. Волна также затопила атомную станцию Фукусима. Реакторы вышли из-под контроля, и радиоактивное заражение распространилось на сотни километров. Японские ученые после этого пробурили скважину прямо в зону разлома, чтобы понять, почему сдвиг оказался таким мощным. То, что нашли, оказалось неожиданным. В зоне разлома лежал тонкий слой глины, которая при нагреве почти полностью теряла трение. Земля не была сломлена силой. Она просто скользнула. Тонкий слой глины глубоко под землей запустил одну из крупнейших катастроф современности. И никто об этом слое не знал до тех пор, пока не пробурили скважину. Именно это и пугает больше всего. Не то, что Земля опасна, это известно давно, а то, что сначала гибнут люди, потом ученые бурят скважину и выясняют, что именно произошло. А теперь давайте поговорим о том, что происходит, когда человек начинает не просто наблюдать за недрами, а активно в них вмешиваться, потому что такой опыт уже есть. И каждый раз последствия оказывались неожиданными. Штат Оклахома в США десятилетиями считался одним из самых спокойных мест в сейсмическом отношении. В среднем там фиксировали 1-2 землетрясения магнитудой 3 и выше за год. Потом нефтяные компании начали закачивать отработанную воду от добычи обратно в глубокие породы. Это стандартная и давно разрешенная практика утилизации. Вода уходила на глубину нескольких километров, и никто не ожидал последствий. В 2015-м в Оклахоме зафиксировали 900 землетрясений магнитудой 3 и выше за 1 год. В 900 раз больше нормы. Причем эпицентры располагались точно над точками закачки. Ученые установили прямую связь. Вода, закачанная в породы, изменила давление в пластах, и разломы, которые миллионы лет находились в состоянии хрупкого равновесия, начали двигаться. В Нидерландах история оказалась еще показательнее. Газовое месторождение Гронинген открыли в 1959-м и несколько десятилетий считали энергетическим символом страны. Добыча шла в огромных объемах. Но по мере того, как газ откачивали, породы под землей начали оседать. Пустоты схлопывались, давление перераспределялось. Поверхность земли начала медленно опускаться. У домов появились трещины. Потом начались землетрясения. Жители тысяч домов в регионе подали судебные иски. В 2023-м крупнейшее газовое месторождение Европы окончательно закрыли. Не потому что газ закончился, а потому что продолжать добычу стало социально и политически невозможно. Джакарта, столица Индонезии с населением около 30 миллионов человек, буквально уходит под землю. Десятилетиями из-под города выкачивали подземные воды для питья и промышленности. Породы под городом начали оседать. Северные районы Джакарты опустились на 4 метра за несколько десятилетий. Часть города уже находится ниже уровня моря. Это стало одной из причин, по которым Индонезия приняла решение перенести столицу в другое место. Кстати, похожая история происходит с Ираном, и там масштаб не меньше. Целые города и сельскохозяйственные районы буквально проваливаются в землю. Мы уже сделали об этом отдельный ролик на канале. Обязательно посмотрите после этого видео. Во всех случаях никто не планировал катастрофы. Люди просто делали то, что делали всегда – добывали ресурсы. Но недра оказались чувствительнее, чем казалось, и последствия проявились не сразу – через годы и десятилетия после того, как процесс был запущен. Именно поэтому Китай, судя по всему, выбрал другой подход. Сначала наблюдать. Понять, что происходит внизу, прежде чем начинать активно вмешиваться. После завершения бурения скважина не закрывается. Внутрь опускают постоянные датчики температуры, давления, микровибраций и движения жидкостей в породах. Она превращается в долгосрочную станцию наблюдения – точку в 10 километрах под землей, которая годами передает данные с глубины, недоступной никакому другому инструменту на планете. Для Китая это означает постоянный мониторинг состояния земной коры в одной из самых тектонически активных зон мира.
В 2024 Китай объявил о планах пробурить еще несколько скважин глубиной свыше 10 километров в разных регионах страны. Это уже не эксперимент. Это начало системной работы на глубинах, где человек прежде никогда не работал. Кольская скважина простояла 30 лет и дала науке открытия, которые до сих пор не до конца осмыслены. Шэньди так-1 закрыта, а следующие скважины уже в планах. Земля миллиарды лет существовала без человека на таких глубинах. Без его труб, датчиков, закачиваемых жидкостей и инструментов. И каждый раз, когда человек туда добирался, выяснялось, что он понимает происходящее там значительно хуже, чем думал. Сейчас человек впервые в истории получает постоянный доступ к глубинам, где рождаются землетрясения, где движутся плиты и где скрыты механизмы, от которых зависит жизнь на поверхности. Вопрос не в том, что Китай нашел под Такламаканом. Вопрос в том, что будет, когда человек начнет не просто наблюдать за глубиной, а активно в нее вмешиваться. Напишите в комментариях, что вы думаете. Верите ли вы, что Китай нашел там что-то, о чем не говорит? И стоит ли вообще так глубоко лезть в землю? Или есть процессы, которые лучше не трогать?